Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Алекс Титанов, посвященному активному времяпровождению, а также изменению своей жизни в лучшую сторону. Так, не изменению, не надо ничего менять, а просто развлечению. Каждый раз вступительное слово по-новому звучит, поэтому каждый раз я его забываю. Короче, добро пожаловать, welcome на канале, посвященному просто активному образу жизни. Сука, у меня сносит кепку эту гребаную. Сейчас, потому что потом всю дорогу буду ехать вдоль автострады. В общем, сегодня погода сделала небольшой сюрприз, маленькое окошко. Ураган, гребаный ураган, но, сука, без дождя. Вы не поверите, просто праздник какой-то сегодня. Нету дождя. Сегодня есть охеренный ураган, но нету дождя. Я решил воспользоваться этим окошечком, посланным сверху, и смотануться на фломак, на блошиный рынок за виниловой пластинкой. У меня текут сопли, потому что ветер, потому что в последнее время у меня всегда сопли текут, когда я сажусь на велосипед. Не знаю, с чем это связано. У меня большие надежды на операцию, которая будет в ноябре, про выправление этого дебильного носа. Вот. Либо это связано с погодами, потому что всегда ветер, сука, всегда сыро, всегда гребаная погода. Да, и, короче... Я еще, кстати, понял, что именно ветер раздражает. Ты выходишь из дома такой на позитиве, такой нормальный, умиротворенный, уравновешенный. Сука, садишься на велосипед и начинаешь грести против этого ветра. И ты начинаешь раздражаться. Тебя начинает раздражать все. Я не знаю, что и больше меня раздражает. Сам ветер или вот эти сопли, которые текут по колено. Вообще не ездить с кем-то. Вообще, кроме Иры, не вариант, потому что это выглядит комично со стороны. Велосипедист-сопляк. Последний натянул гребаную кепку, сносит ветром. Последний день отпуска. Так, наверное, ни хера не слышно. Ветер такой, что я сам себя не слышу. Воскресенье, завтра на работу. Закончились 2 недели нашего отпуска коротенького. Одна неделя была шикарная. Мы съездили в Фрайбург, Швейцарию. Нагулялись за 3 дня от души. А эта неделя последняя просто отстой. Каждый день дождь, каждый день ураган. Ну, благо я все равно даже в таких условиях наездил километров 200-300, не знаю, за эту неделю. Вернулся, взял платки носовые, потому что, как обычно, дома лежит упаковка носовых платков, а в велосипеде ни одного. Они мне, в принципе, нахрен не нужны. Я просто шмаркаю всю дорогу, как последний бомж. У меня нету другого выхода. Сори, если кто увидел и услышал на моих видео бесконечное шморгание носом. Ну, вот так вот. А снимать видео и кататься на велосипеде все равно хочется. Что делать? Ну, вот в ноябре операция, может, поможет. Да. Вернулся, взял платки, потому что я уже научен горьким опытом. Когда едешь на фломарк, на блошиный рынок, всю дорогу шмаркаешься на велосипеде, приезжаешь туда, а платков нету. И ты такой ходишь, эти сопли в себя тянешь, эти пластинки, рассматриваешь, сопли текут. Ты как долбоеб, блин. И теперь я, если я на фломарк, обязательно проверяю, чтобы были носовые платки с собой. Я их даже экономлю сейчас, не использую. Когда приеду туда, там их достану. И, сука, как вышвыркаюсь от души, да? Стала доброй традицией. Я не знаю, мне все время кажется, что раньше такого не было. Но 25 км в час ветер, это просто... Это как за нормальные дела, типа, это еще нормально, хорошо, радуйся. Которые бьем, которые написано, типа, по ощущениям 40-45 до 50. Это, типа, в порядке вещей, повседневность. И если ты вдруг имел неосторожность и глупость увлечься велосипедом, ой, чувак, в наших краях тебе будет не просто нелегко. Я в своих видео рассказываю, если бы не дебильная погода в наших краях.
мне бы нечего было рассказывать. Сейчас утром просто, надо было видеть всю ночь, все утро. И шел ливень просто, было все затянуто, черное все было. Сейчас солнце, пиздец, ветер только, правда, да. И стоит в прогнозе погоды с утра легкий небольшой дождь, блять, это был просто Армагеддон с утра. А потом типа солнце и ветер, что соответствует действительности, на удивление, потому что в наших краях прогноз погоды можно даже не смотреть. У моря, когда живешь, он меняется просто каждые 15 минут, и никто не может его предсказать точно. И я, соответственно, не взял опять дождевик. Ира меня упрашивала, говорит, тебя жизнь ничему не учит. Но он ни хера не дождевик, у меня есть куртка. Она такая, ветровик, я бы сказал. От дождя она держит только легкого-легкого. А потом все, ты конечно такой же промокший, плюс возить ее не хочется. Вчера, позавчера пришел мой дождевик Реген-Яки, который я заказал фирмы Enduro. Я уже рассказывал в прошлых видео. 20 тысяч единиц Wasserdick, то есть не пропускная способность ткани, материала. Надо делать паузу и вышмаркиваться. 20 тысяч единиц, типа влагоустойчивость. И 40 тысяч единиц, какие-то сумасшедшие цифры. Это Atmos Active, то, как она дышит. Куртка пришла, L размер я заказал, маленькая, что звездец. Еле ее натянул, хотя брал по их всем параметрам, у них же там есть объем груди, объем талии, длина руки. Все померил, там впритык, но L еще. Короче, тут 2XL хорошо, если налезет на меня по ихним этим лекалам. И значит, да, материал все так ничего, подкладки вообще никакой, абсолютно тоненькая курточка. 140 евро, блять, за что? В принципе, у них фишка в самом материале, что он дышащий, и что у них швы все проклеены изнутри, как бы, да. Но основная, главная змейка мне вообще не понравилась. То есть это обычная, самая простая змейка, которая такой защищена кусочком ткани, да. Это и есть вот эта вот защита. В чем прикол? Поставьте водонепроницаемую змейку, раз вы такой дорогущий материал туда задействовали. Секунду. Не, нахера, если мы поставим такую куртку, змейку, то эта куртка будет уже стоить не 140 евро, а 440 евро. И это, блин, правда. Они просто с ума сходят, производители, сука. Там разница в центах наверняка. Я все понимаю, типа, производство, каждый цент важен. Ну, блядь, зачем же так овертрайбовать вообще? Так, они, блин, так, хотите вот за недорого, типа за 140 евро, ебать. Для меня это охереть как дорого для простой тоненькой ветровки фактически. Ну окей. А хочешь с водонепроницаемой еще и змейкой? Будь готов заплатить 500. Причем это сущая правда, я видел куртки по 900. Блядь, кто это? Для кого? Которые люди такие куртки могут себе позволить. Мне кажется, они уже не катаются на велосипеде, нахера. Если меня послушать, получается, я катаюсь на велосипеде от безнадеги, вынужден, потому что я нищеброд. Меня просто сдувает, реально. Сдувает просто кепку эту гребаную. Уносит, я ее уже затянул так, что она мне в череп просто пополам сейчас сдавила, чтобы ее ветром не сдувало. А снять ее нельзя, потому что надуют голову эту дурную. С этими соплями, что они не проходят бесследно. Потом, когда эти сопли на велосипеде, как бы запускается такой аларм, организм думает, что он заболел, и потом состояние еще 2 дня такое, как будто ты простыл. То есть я еду сейчас с соплями всю дорогу, и потом еще 2 дня у меня будет такое сопливое настроение из-за этого. Блин, ну что делать? Не ездить, что ли? Ё-моё. По поводу куртки, отправил я ее обратно, думал заказать больше размер, причем сразу 2XL и 2XL, и выбрать один оставить. Потом посмотрел, она сзади какая-то куцеватая, коротковатая, и заказал, вернул обратно и заказал другую французской фирме Ekoi.
тоже MTB-шная куртка для маунтинбайка. Выглядит как-то посерьезнее. По крайней мере, змейка у них от дождя необычная, самая простая. Возвращаемся к фломарту, к блошиному рынку. Он сегодня проходит в городе Росток. До него, получается, с дома 35 километров, туда-сюда должно получиться 70 километров сегодня. Ни много ни мало. Кстати, возвращаю еще пару слов о том, что меня жизнь не учит, потому что я всю эту неделю ездил, все мои велопокатушки были под дождем, без дождевика. Соответственно, каждый день я был мокрый до трусов. И поэтому сегодня я все еще без дождевика. Уповаю на чудо. Выехал немножко поздновато, уже около 12 часов. А в 3 часа там уже все собираются. Но я рассчитываю, надеюсь, что я до 2 успею. До 2 хватит, до 2 будет нормально. Говорили с Ирусей, что если она надумает, если ей станет скучно, то она приедет на машине ко мне туда, в Росток. И мы пойдем в кафе, где-то посидим, я ей куплю торт, кофе, все, что она захочет, потому что я не понимаю, когда кто-то где-то там тусит, а другой сидит дома, скучает или... Вот, потому что мы командой должны делать все вдвоем, а так как Ируся не совсем не спортсмен, ей вот этот экстрим, движняк, эти километры велосипеда нафиг не нужны, и даже с покупкой электровелосипеда особо ничего не изменилось, разве что она стала чуть побыстрее ездить и чуть подальше. Но в целом особо ничего не изменилось, потому что, повторюсь, она не экстремал, не спортсмен. У нас абсолютно разные кондиции, как, собственно говоря, интересы. Но это не значит, что она должна сидеть дома сама, а я где-то буду целый день кататься. Я такого не понимаю, не приветствую. Посему я постараюсь максимально быстро сгонять туда-обратно, потому что, ну, мне надо, во-первых, потому что я жирею, если нету расхода калорий. Во-вторых, мне нужен экстрим, мне нужен движняк, мне нужен движ. Вот такого рода спортивного, не всякий. Вот, да, и если надумает, то приедет ко мне. Не знаю, слышно меня или нет, потому что ветер такой, что я сам себя не слышу. Если не приедет, мы договорились, что я приеду, и мы поедем тогда туда, к морю. Там есть такой ресторан в Аренскопе, мы там еще не были ни разу, там, говорят, очень красиво и уютно. Мы думаем съездить туда, попить кофе, потому что завтра на работу, и хотелось бы последний день отпуска все-таки еще что-то предпринять, посидеть, отдохнуть, вот как-то, чтобы отпуск это немножко запомнился, потому что погоды нету, морем он хорошей погодой не запомнится солнышком, так где-то посидеть, где-то прошвырнуться в таком плане. Вот такие вот планы, друзья. Все, еду 35 километров, хочу купить какую-то пластиночку, о пластиночках еще пару слов расскажу. Ни хрена не слышно от машин, мотоциклов, скорых, проносящихся ветра. Ну, еще пару слов скажу обо всем. Значит, по поводу Regen Yake пластинок надарили мне на день рождения бабла. Все мои золотые, ненаглядные, любимые. Я их уже слезно прошу каждый раз не делать этого. Но они все равно сносят свои бабки, свои деньжища. Я говорю, не надо, нет, купи. И, короче, так как я, ну, не бедствую все-таки, и просто брать деньги подаренные и вложить куда-то себе в копилочку нехорошо и некрасиво, я как бы на эти деньги обязательно что-то куплю на память. Это будет пластинка и Regen Yake. Пластинка, походу, еще и не одна. Я себе 3 штуки в нашей поездке в Фрайбург купил там. Но это были такие пластинки спонтанные, просто в коллекцию. В общем,
Питер Габриэл вообще фуфел какой-то. Вот этот Yes Sounds, в принципе, можно слушать один раз. Стинг. Прикольно, классно, Стинга я люблю, Стинг это зачет. Но в целом хотелось бы что-то из трэш-металла, что-то вообще, какую-то металлику. У меня ни одной пластинки металлики нету. Они, я посмотрел онлайн, звездец какие дорогие, все около в районе полтинника евро. Это очень дорого для меня, 30-35 потолок. В общем, хотелось бы что-то купить на память от дня рождения, с этих всех подарков. Что-то из доброго, любимого трэш-металла, в идеале металлика. Потому что все-таки я прихожу к выводу, что это всякий new metal, все эти новые течения, но не мое. Вот уже оно, вот с чем ты вырос, вот то тебе уже и будет до гроба интересно и прикольно. И вот что такое Металлика, Сепультура, не знаю, Корн, Оранжик, Гоблин, Alice in Change. Ну, короче, все вот эти старые трэш-метал группы, хард-роковские, типа Judas Priest. Вот это мое. Пантера. Подаренные подарки пустить и использовать на то, чтобы осталась какая-то память. А так как хобби у меня, хотел сказать, немного, много. Велосипед, музыка, рисование. Уже спорт там такой-то. Уже это само собой разумеющееся. Я уже не упоминаю. И да, поэтому последний день отпуска, еду 70 километров. Будет самое то, погода говно. Посмотрим, что я сейчас найду и что куплю. Дождевую куртку отправил обратно и заказал новую, французскую. Только что говорил, уже забыл, Юки фирмы, хрен знает какой. Все, надеюсь, что-то будет слышно из-за этого урагана. Да. Да, хотел сейчас сказать, что хобби это не дешевые, как обычно, по обычным делам, там, с зарплаты, по повседневности, это все довольно-таки дорого обходится, поэтому уже, ну и я жмусь, я больше CD покупаю компакт-диски, чем пластинки по обычным делам, потому что просто тупо жалко денег. И их просто никаких не хватит, я столько не зарабатываю, поэтому когда что-то дарят, где-то какая-то лишняя копейка получается вымутить за халтуре, тогда я там покупаю пластинки. Какие вещи и все остальное для велосипеда, потому что это тоже жесть, очень все дорого. Не то чтобы я ныл, просто констатирую, сейчас вот вроде бы как в конце августа должен прийти мой новый велосипед Gravel Bike. Но уже вроде бы как и в октябре. Я, честно говоря, захожу в свой профиль и не вижу. Они мне сказали в конце августа, сейчас уже пришло письмо на неделю попозже, окей. Я захожу туда, там уже написано в октябре. Короче, хрен его знает. Но, в принципе, я не расстроюсь, если таки долг в октябре. Потому что с приходом велосипеда появятся новые расходы. Это совсем другой уровень, другой класс велосипеда, езды. И тут как бы уже... вот как сейчас я езжу, как бомж. Но это уже будет несерьезно. Поэтому надо будет купить специальные туфли велосипедные. Это 70-100 евро. Потом свет, полностью свет, нету света. Это тоже минимум 100. Крылья, я тоже не буду без крыльев ездить. Обязательно куплю. Крепление под бутылку для воды. Под бутылки для воды. Сумки на магнитах. От Розы стоят рамные, подрамные 100 евро, надрамные 70 евро. В общем, это еще дополнительный источник расходов, сумасшедший. И поэтому я думаю, бляха, давайте чуть попозже начнем всю эту историю. Так что, если придет велосипед в октябре, а не в августе, я не расстроюсь. Будет полностью переобуваться, переодеваться для нового велосипеда. Какие-то куртки, специальные штаны, вот эти лосины всякие разные у меня есть какие-то. Ну, блин, все какое-то не то. В общем, даже шлем, может быть, надо будет покупать, я не знаю. Кардинально ли изменится скоростя, но если да, то придется еще даже шлем покупать. Ну, это все, блин, еще кругом бегом. Еще штуку, наверное, надо будет вложить. Я уже не говорю о том, что сам велосипед охренеть как не дешевый. Мысль до конца. Мысль в том, что, пользуясь случаем, надо поехать и купить
на эти деньги купить что-то на память, купить реген-яки, купить все, сделать, оформить, организовать, найти, поискать, заказать, купить, чтобы осталась память. Ну и про велосипед, та же реген-яка, купить, потому что потом будет впадлу тратить деньги на дождевик, типа это, да, ну я же катался для этого там 100 лет без дорогого дождевика и ничего не растаял, и дальше еще 10 лет покатаю. Ну а это все, конечно, оно нужно, и денег всегда на это не хватает, поэтому вот так вот еду купить себе пластинку на память на день рождения, которое было буквально неделю назад. Да. Вот такая вот красота. Я потом эти видео свои выставляю, раскидываю по группам в Фейсбуке и во всех соцсетях тематическим, с виниловым, с тематикой винил и велосипеды. И там типа, что это сага дебильная, идиотская, опять это видео ни о чем, сука, ребята, а о чем, блин, что вы хотите услышать? Вот еду на велосипеде, вот он, велосипед, 70 километров. Если вы каждый день ездите по 70 километров, окей, респектос. Если вы в глаза не видели велосипед или с трудом проезжаете там 5 километров или 2 даже, со своим пузякой не влазите на него, то какого хера? До свидос. То есть две стадии, респектос или до свидос. Среднего не надо. То же самое с пластинками. Ну, показал, блин, что там хотя бы на том фломарте тогда продают в Германии на блошином рынке. Сука, что там показывают? Хламье, старье, говно. Что показывать? Я не за этим еду, мне это вообще не интересно. Пластинки, окей, пластинки. Ну, вот это разве что мой недочет и минус. Попытаюсь в этом видео исправить немного ситуацию. Куплю пластинку и сейчас, если куплю, конечно. Бывают и порожниковые фломарты, когда ничего интересного и стоящего нету, или слишком дорого. Если куплю, то попытаюсь хотя бы поверхностно сделать обзор пластинки. Опять же, блин, ну эти все обзоры, ну это смешно. Ты показываешь просто в камеру, вот пластинка выглядит вот так и вот так, отдал я за нее столько и столько денег, группа такая-такая, это все, блядь, что тут еще рассказать? Ну только хер достать и показать, так тоже хер кого удивишь этим. Так что, ребята, давайте без этого, без этой предвзятости. Догонку, почему вам эти видео мои не интересны, потому что эти видео не столько о виниле, виниловых пластинках, потому что это не видео как бы не об этом. Винил, покупка виниловой пластинки, это как бы цель велотура моей, велопокатушки. Мой блог в основном про велосипед, и здесь как бы мне просто нужна цель, потому что я не люблю просто так кататься. Цель это купить пластинки, потому что я меломан, мне это нравится, я коллекционирую, тащусь. Ну, в целом, блог не про это. Как и видео не про это. Господи, у некоторых людей просто надо велосипед забирать. Потому что и когда начинаешь обгонять, у них начинает какая-то паника происходить. И они начинают в разные стороны падать, прыгать. Господи, едь себе просто ровно. Короче, да. И это видео скорее про 70 километров проеханные на велосипеде. 100 километров, 50 километров, даже 30 километров. Вот про это. А все остальное, геокешинг, поиск тайников, покупка пластинок, это просто цель велотуров, велопокатух, велопрогулок. Свой энергетик взял с собой, допиваю. Я же 18 банок купил, вон он. И один в рюкзаке. Уже в сумку не уложил, потому что печальный опыт с прошлой поездки. Он открылся, один энергетик в сумке, и все мои вещи плавали там в энергетике. Так как она водонепроницаемая, то это все никуда не выливалось, а просто там внутри все плавало. И странное дело, этот энергетик, вроде бы казалось, открываешь, ну как обычно, сверху банку железную, жестяную. И все, и открываешь и пьешь. Я же открываю и все время в этом липком энергетике потом руки. Караул, как он это делает, ни хера не понимаю. Или это из-за ветра этого. Все время открываю, и все руки потом липкие, мерзкие. Фу. И опять еще, мало того, что сопли и ветер раздражаются, решил вот эти мерзкие, облезшие, липкие руки. И кильхафт.
Флажок скромненько, так маленько. Я же рассказывал, что здесь не часто встретишь немецкий флаг на улицах в Германии. Да, и помимо того, что этот энергетик, так еще ж от соплей эти руки все липкие. Я же всю дорогу еду, шмаркаюсь. Плюс еще этот энергетик, караул. Я сейчас приеду смотреть пластинки, они будут прилипать к рукам просто у меня. Хотя я вот смотрю, поразвешивали. Но это связано с Олимпийскими играми, которые сейчас начались. Потом их все поснимают. К большому сожалению. Вот, друзья, сегодня фломарт Глобус. Такой Глобус-центр в Ростоке. В городе Росток. В Германии, друзья. Да. И кто, может быть, не знает, где находится, собственно говоря, город Росток. На севере Германии, северо-восток. Бывшая ГДР. На Балтийском море, на Остзее. Все. Ищу место для велосипеда, пристегиваю его, пью водичку и иду смотреть пластиночки. Пристегнул своего коня, забрал все ценное с сумок и пошел смотреть. Предварительно запасся носовыми платками. Наверное, начнем вот а где носовые платки? Вот с той улицы крайней. Что только всякое говно, говнище, старье, старище, ничего интересного. Дядьку там одного только что у дядьки рассматривал пластинки. Надо отдать ему должное. Он, наверное, такой аккуратист, как я. Любит, что все было аккуратно, чистенько разложено. И, в общем, у него все по файликам, все так аккуратненько, подписано, ценники. Все чистенько, но все говно неинтересное в плане музыки. Ну и, конечно же, он там понаклеивал ценники на 21 евро, 25, какой-то фуфел какой-то там старинный, этот боквурст этот немецкий, кракаут, или как он там называется, направление музыки, вот это вот говно, никому не нужное. И пока что больше ничего интересного я не видел. Фломарт небольшой, вполне возможно, что я вообще здесь ничего не найду интересного. Сегодня будет жаль. Я приехал отлично, сейчас 1:30. Какие-то мне с недавних пор еще интересует искусство, живопись. Интересно, я был в этот смог? Живопись. Ага. Не, ну, разумеется, не купить. Настолько я еще не сошел с ума. Благо. А тут мне никакой зарплаты не хватило бы вообще на все мои хобби и увлечения. Чисто интересует. Просто поглазеть. А вот хорошую пластинку металлики с удовольствием бы прикупил. И мусор, ну, как правило, все дешево очень. Ну, как правило, всякое говно вообще. Там, если ничего не будет, вернусь сюда порой и стал. В прошлый раз я в таком вот говнище, вот таких вот гитарабы продают. Купил. Нет, немец. Купил классическую музыку. И один комплект был с поведенными пластинками абсолютно кривыми. Ну, я не увидел, они там были по 4 евро. Кому там показать, что продают. Вон, колечки. Опт, насыпи, в россыпи. Пожалуйста. 7 евро. Сыры польские, не немецкие. Конфеты точно польские. Фанта, помнишь, специалитет. Приехал. Это из разряда маленьких фломартов. Маленький блошиный рынок. Не приезжают эти хендлеры большие, которые продают классные пластинки. Блин. Чуть еще одна улица осталась, там на ней почти никого нет.
шлягер, какие-то пластинки пробивал, здесь какие-то микрофоны прямо включен. Микрофон болтает. Ничего интересного. Хотя есть. Вот. Сейчас мы здесь поищем что-то интересное. Прибарахлился я все равно прибарахлился. Короче, чувак такой интересный, он сидел, играл на электро, даже, я не знаю, даже это не гитара, а какой-то укулеле, он так классно вообще играл, и так прикольно было, ты так выбираешь пластинки, и он такой, видно было, что он импровизирует просто. И, короче, у него там компакт-диски и пластинки в основном фигня, но я нашел Doors. Doors стоял 18 евро у него, вообще в идеальнейшем состоянии, 18 евро, и компакт-диски, я, короче, три там сборник, 3 металлики компакт-диска и Корн, прямо такой дигиталь коробки такой вот. В общем, я сейчас покажу, это офигенно. Я у него все это вместе сторговал за 30 евро. Хотел вообще за 25. Я такой лиса хитрого включил, такой говорю, классно, вы классно так играли вообще. А он такой, блин, такой расставил прямо танки, спасибо. Я говорю, блин, это что, импровизация была? Он такой, да, я вот импровизировал. Короче, 25 это уже был фрек такой, но это все там на всех этих компакт-дисках везде ценники. То есть я набрал компактов на 20 евро, и эта пластинка 18,38. Ну, не такая уж и большая скидка, собственно говоря. Можно было бы, конечно, и за 25, блин, что я лоханулся, малеха. И, в общем, он за 30 это все отдал. Ну, тоже неплохо. У него изначально уже неплохие цены были. Там, я сейчас покажу вообще, новые металлики, компакт-диски. Ну, они, в принципе, в eBay так и стоят. По 5-6 евро. Ну, плюс еще доставка. В общем, в целом нормально вообще. Хорошая цена получилась. Не зря съездил. Я прямо доволен. Прямо не взял абы что. Как обычно, я беру какую-то херню, мороженое съел. А именно то, что мне нравится. Я прямо хотел металлику, я и купил металлику. Все, обошел я весь Walmart. Больше ничего интересного нет. Сейчас покажу вам, что купил. Короче. Пластинку Doors. Просто в идеальнейшем состоянии, друзья. Тут двойной винил. Или? Ну да, двойной винил. Ветер просто. Ураган. Шикардос. Я доволен, я просто счастлив. Состояние просто мега. Вот такой вот Doors. В идеальном состоянии. И компакт-дисков еще кучу новых. Вот такую вот, друзья. Смотрите, металлика. Date Magnetic альбом. Состояние идеальное. Корн. Вот такая вот. Вот такая вот, друзья, история. Вот такая вот, друзья, история.
Так, дальше. Металлика. Металлика. Блин. Шикарное состояние. Прямо, блин, хорошо урвал я. Это какие-то прямо непростые издания, я вам скажу. Это интересные издания. И Металлика. Такой альбом у меня был просто в обычном издании. Тут прямо. О. Не знаю, видно, нет. Если неудобный ветер. Шикарное состояние. Вот. 4 Металлики, 1 Корн. Сейчас кто-то сидит в машине, смотрит на меня и думает, что я сам сумасшедший сам с собой разговариваю. 4 Металлики, 1 Корн, Дорс, двойной винил. И это все за 30. Шикарно. Шикарно съездил, прямо красавчик. И горжусь им. Все, друзья, поехал я домой. Сейчас 35 километров домой. Беруся не приехала, передумала. Посмотрим, может мы в Айронс-Хоп поедем, еще там посидим. Пока что еду домой. Погнали. Сука, не видел еще. Что им здесь? Короче, еду домой, выехал, довольный как слон. Все, спасибо. Купил я на ваши подарки. Дальше подарки, пластинки и компакт-диски. И это будет от вас мне на день рождения. Подарунок. Спасибо, мои дорогие золотые любимые. Если что, если будете смотреть. Не, ну, четкий улов. Всегда приятно, когда не за нормальные деньги что-то нормальное покупаешь. Ну, раз бывает, купишь что-то, блин, какую-то шнягу, еще и втридорого, и такое потом всю дорогу. Нахера вообще? Нафиг это надо было? А тут прямо доволен, прямо на 30-ку. Кучу компакт-дисков. Двойной винил Дорс. Да, блин. Будет что слушать месяц следующий. Супер, мега. И прокатился, и прибарахлился. Сейчас получится за 70 километров, наверное, 75 километров. Если бы не этот ветер, вообще шикарная погода была бы. Сказать прикольную историю про другой свой подарок. Вот эти вот наушники. Что-то у меня подозрительно много историй про подарки. Я позавчера, по-моему, ехал на велосипеде вдоль моря, поехал. Что-то мне дернуло вдоль моря. 50 километров я проехал. Шел дождь, ливень, и у меня была куртка с собой такая, а она ветровка, не дождевика. И, короче, километров уже получилось прилично, я такой подуставший, пошел дождь, я весь мокрый насквозь. Этот капюшон еще на глаза спадает, дождь идет, ветер, короче, сопли текут, это надо периодически их вытирать. В общем, раздражительный до предела. Еду и останавливаюсь на светофоре там в этом. Мало того, что всю дорогу было куча туристов, и больше никогда в ту сторону не поеду. Такой отстой, там народу вдоль моря. Ну его нафиг, виды прекрасные, шикарные, но народу. Останавливаюсь на светофоре, этот капюшон. Пошел дождь, я капюшон напялил. Когда капюшон надеваешь, а эти наушники сенсорные, рассказывал это уже 1000 раз, и начинает капюшон на них там дотрагиваться, и эти наушники начинают с ума сходить, просто выключаться, включаться, тише, громче. В общем, караул. Я такой на светофоре останавливаюсь, весь мокрый, достаю этот наушник, и он у меня выскакивает из рук и падает прямо на дорогу. Вот как здесь я еду вдоль дороги, вот так вот я стоял вот на светофоре, и вот туда где-то в полуметре от обочины он падает, закатывается в полуметре от обочины,
И я такой смотрю, а машины проносятся. То есть мне красный свет, им зеленый, они просто проносятся. А это Ирусин подарок. Она мне подарила эти наушники года 2 назад. Шикарные наушники, не дешевые. И я не могу им дорадоваться до сих пор. Но с капюшоном, с кепками, шапками их невозможно носить. И все, я такой смотрю на этот наушник. Сопли стекают с носа, вода отовсюду, в трусах где-то там хлюпает. И я попрощался, стою и прощаюсь, вообще мысли никаких, такая отрешенность прямо я смотрю. Жалко, звездец как. То есть, это из серии той, когда сам себе жаба давит купить. Но если тебе дарят, то ты с удовольствием соглашаешься. Так уже я много чего приобрел на то, что самого жаба давит купить, а я прошу кого-то, чтобы мне подарили. Это одесская натура, вот эта вот она пролазит из всех щелей. И такая отрешенность прямо, я такой, все, прощай, я даже не думал это. Я просто стоял и смотрел, потому что влезть на дорогу вообще не вариант. Машины просто проносятся. И вот они проносятся, вот каждая машина в сантиметрах 10 от него проносится, я смотрю, лежит. Думаю, сейчас загорится зеленый, мало ли. И едет машина, и она так близко от этого наушника проезжает, что она его колесом задевает. А вы, может, представляете себе, там 70 километров в час машины едет, проносится, и она 70 километров в час вот так колесом, боком колеса дотрагивается до этого наушника, и он отскакивает ко мне сюда, ближе к бордюру, еще на сантиметров 15, наверное. И это спасает ему жизнь. То есть эта машина его не переехала, она его отодвинула еще ближе ко мне, но я все еще не могу его забрать, потому что машины проносятся дальше, и он все еще лежит на дороге. И тут загорается мне зеленый, я его подбираю, он живой-живеханик. Это какое-то чудо, вот реально. Такие вот мелочи, но которые случались пару раз в жизни, когда ты действительно такое думаешь, ну все, и нет, не все. Вот такая история была, друзья, с моими вот этими вот шикарными наушниками. Прямо обнаружил какую-то новую дорожку вело для себя. Я здесь раньше не ездил. Вот я за Росток выехал. Не знаю, надеюсь, я правильно еду. Вон какой-то кузнечик со мной решил прокатиться. Прямо такая идеальная ровненькая велодорожка. Никого вообще на ней. Надо как-то сориентироваться, куда я еду вообще. Но пока что мне нравится. И ветер даже какой-то боковой, не такой жесткий, как туда я ехал. На тему крепления на стену для этого велосипеда, потому что когда скоро придет новый велосипед, уже там внутри будет 4 велосипеда с шупами в этом маленьком этой подсобке нашей, 1 метр на 3, и просто некуда будет его ставить, его надо будет просто домой тащить тогда, если заранее сейчас не беспокоиться о том, куда этот велосипед деть. В общем, крепление для велосипедов почему-то странно дорогое всегда и везде. Что на Алиэкспресс, что в Амазоне, Amazon, что в Тему. Такое, как я уже, у меня висит Ирон велосипед. 39 евро, что я нахожу очень дорогим. Тогда я его за столько и купил, но думаю, блин, сверил везде, Алиэкспресс, везде. Короче, я нашел на Тему наподобие за 31 евро. Блин, фигня какая-то. Зато подставку, подножку для этого велосипеда, потому что моя вот эта капут, она треснутая, велосипед мне раздражает его, когда ставишь, он падает. И я заказал за 5 евро, не знаю, что это придет, посмотрим. В общем, заказывал на Тему сразу кучу всего на 60 евро. Что-то Ири, там же доставка тогда бесплатная, если, по-моему, от 25 евро. А что я еще заказал? Такую, значит, щеточку для виниловых пластинок, чтобы пыль стирать, потому что нечем стирать ее. Тоже не дешевая какая-то, 5 или 7 евро. Потом щетку для цепи. У меня такая щетка есть. Ну, для велосипеда цепь чистить, мыть. Но она у меня есть 2 причем. Но они с 3 сторон, трехсторонние такие. А это
закрывается с 4 сторон. Так прямо выглядит так прикольно на видео, я посмотрел. Ты как бы вставляешь цепь, закрываешь. Ну, я, короче, покажу, когда придет, сделаю очередную распаковку. И получается, цепь закрыта с 4 сторон щетками, туда брызгаешь этот спрей, очиститель для цепи. И вуаля! Должна быть красная штука, тоже 5 с чем-то евро. Что еще там накупил? В общем, всякая всячина. И крепление вот это для хэнди, для телефона у меня ж порвалось. Тоже я там за 2 на всякий случай заказал. Потому что я этим был офигеть как доволен. Там одно что-то евро 17, другое тоже там евро 1,5 евро. Сразу 2, чтобы на второй велосипед, когда придет. Хотя для того велосипеда такое крепление смотреться будет стрёмно. Не знаю. Для того велосипеда надо что-то более солидное. Навигатор повел не той дорогой. Тут больше километров. Наверное, на 5. Но Альта Шведа тут вдоль всей дороги. Шикарная велодорожка. И машин почти нету. Это B110. B110 дорога. Машин почти нету. Красота. Чуть больше километров, но зато виды покрасивее и поспокойнее. Мокрый, посмотрим. Температура, в принципе, 20 градусов. Просто ветер, ураган. А так-то тепло. Весь мокрый насквозь. Где-то мой энергетик. Второй. Допиваю его. Вот проблема с теми энергетиками, что эти банки по 25 центов пустые. Потом я сдаю. И я их всегда забираю, не выкидываю. Вот почему у меня всегда руки липкие. Что оно всегда вытекает. Блин, красный самый вкусный. Да. Паковать их некуда. Если вот так вот на велосипеде, как бы, да, пустую банку. А в рюкзак или в сумке на велосипедные, там всегда остается какой-то рест, остаток в этих банках. И это все потом вытекает, капает в сумки, в рюкзаки, липкое. В общем, проблема. Красный самый вкусный, их там 6 цветов, 6 видов. Черный самый отстойный. Красный прямо мега. Вкуснятина. Не рекомендую, гадость, химия одна. Еще заказал на тему. Заказал еще чехол для iPad. Такой противоударный. И за 5 с чем-то евро. Заказал, чтобы... Такая у меня идея. Ездить на велосипеде куда-то, делать там эскизы с этим iPad, с планшетом. В общем, для планшета iPad. И... Просто брать его в рюкзак, ну стрёмно, дорогая вещь, треснет, намокнет, хрен его знает. А так там такая чехол, такая коробка, противоударная, написано насколько. Вот так, пенопластик какой-то будет простой. Вот, ну, как показала практика, я уже сделал одну вылазку, чтобы порисовать, чтобы накидать эскизы. Затея так себе. Во-первых, у меня нету на это времени, блин, катастрофически.
Во-вторых, погод никогда нету. А в-третьих, действительно, вы не представляете себе, как сложно найти, что именно рисовать. Я рассказывал в прошлое видео, там возле церкви, там шикарные виды, там на речку, бля-бля-бля. Я приехал. Во-первых, это было все. Ира поехала дальше, она устала, поехала домой, я поехал туда, сфотографировал, сел рисовать. Там загородили, забор поставили, туда уже не подойти с велосипедом. Пришлось велосипед оставлять, идти без велосипеда. Что-то он показывает здесь налево повернуть, а здесь налево лес. Вот, я уже был не на своем месте, потому что велосипед был не рядом. Сейчас сопрут. Я постоянно на него озирался, есть он, нет, толком я его не видел. Потом меня кусали какие-то мухи, комары. Потом этот энергетик я выпил, руки липкие. Солнце в глаза, фотографировать. Сфотографировал, но солнце было напротив, соответственно, особо ничего не видно на фотографии. И какая-то суета была. Чтобы рисовать, надо от всего отстраниться, отключиться, сосредоточиться и рисовать. А я что-то суетился, какой-то на суете был. Так, мне вот сюда. Странные дороги у меня показывают. Ну, поедем сюда. Вот, в общем, была суета. Мне нифига не понравилось, как все прошло. Мне не понравилось, как все прошло. Вот этот опыт, это предыдущее видео на моем канале. Кому интересно, посмотрите. Все было на суете как-то. И, в общем, да. И сам мотив, там, просто я посмотрел потом дома на фотографию, это просто какое-то зеленое месиво. Там где-то внизу маленькая речка, ее толком не видно. Нету машины за мной. И там рисовать-то нечего, просто какое-то зеленое пятно. Фигня фигней, в общем. Но этот чехол, я так подумал, он не помешает, если брать куда-то в райзе с собой таблеты рисовать, чтобы. Тоже стрёмно эти все перелеты, самолеты. Стрёмно его разбить, вещь дорогая. И, в общем, пригодится этот чехол. Рисовать с натуры я вряд ли буду. Буду, конечно, но это будет крайне редко, скорее всего. А вот с собой брать iPad я буду в райзе, в путешествие. И этот чехол будет для этого. Кстати, еще хотел сказать о сейфах. Я как-то, когда мы на Крету собирались, я думал, брать, не брать iPad с собой. Блин, я все время забываю, как по-русски какое-то приложение крутится, но это не приложение, планшет, вот. Потому что по-немецки это таблеты и планшет по-русски. И, типа, спрашивал в Фейсбуке, как вы думаете, влезет iPad Pro в сейф в отеле, номера в отеле? Мне писали, да, конечно, они везде огромные, они везде одинаковые, а ни хрена. На Крете, в Греции, сейф был махонький, и туда не влез бы iPad приложение. Блять, что у меня с памятью? Планшет, не влез бы. А вот в Фрайбурге мы были, в отеле, здоровый, огромный сейф, туда бы, блин, компьютер еще бы влез. Так просто. Думал, где-то когда-то об этом сказать, потому что я просто в Фейсбуке спрашивал, мне там все такие, ну конечно, да ты чё, да разумеется. Нифига. Меня навигатор повел уже лесами такими дремучими. Вообще-то по нормальным делам путь в Росток пролегает вдоль дороги по велосипедной дорожке и без никаких сворачиваний, просто прямо. А сейчас он меня повел. Я сначала радовался, а потом какого хрена я сейчас еду вот этими лесами. Прикол. Я только вчера велосипед помыл. Я не собирался ездить по лесам и болотам. Какого черта? Ману! Я уже замахался его мыть. Verdammte Scheiße! Вот в самое болото надо повезти, не? Путешествие мое переросло из разряда простеньких в разряд приключенческих. То есть по моим планам я должен был
поехать себе на изи 70 километров по асфальтовым дорожкам. Я уже еду километров 20 по лесу, и он мне еще показывает километров 15 по лесу. Прикольно, вообще не входило в мои планы. Альта Шведа. Я уже снял куртку, она была у меня на поясе. А так как здесь ветра в лесу вообще нету, то я думаю вообще ее снять, запаковать в рюкзак и вот так вот. Потому что дебильная навигация в Google Maps всегда ведет какими-то дебильными абсолютно путями. Болото, блин, просто болото в болото. Сердам ты шайс. Вообще не планировал. Воды у меня мало. Спина мокрая вся от этого рюкзака. Под этим рюкзаком. Радует одно, что здесь ветра вообще нет. Воды мало. И вообще нету, глоток остался. Лучше бы я вместо энергетиков воды набрал. Простой. Красота, аисты. Мы где-то видели, что это было, где-то проезжали мы там, и там два гнезда рядом были прямо. Ураганишка опять начался, я выехал с леса. Их прямо сносит там ветром. Раньше вообще не мог мимо проехать такого дико растущей ежевики, груши, сливы. А сейчас подслеповатый стал. И ни черта толком не вижу. Что случилось? Не в полном ходу остановился. И проезжаю мимо. Я там вроде видел груши дикие. И думаю, блин, спелые они, не спелые. И, короче, раньше я возле каждого такого дерева сливового, грушевого останавливался. А сейчас проезжаю мимо. Ну что, ни хрена не вижу. Тормозной путь я проделал, когда увидел своими подслеповатыми глазами груши, мимо которых я проехал. Нет, это не груши, это яблоки. Я думал, это груши. Это какие-то зеленые яблоки. Зря резину стирал. Кстати, съедобная. Давненько я не дрыстал от души. Да, и давненько, на этой неделе кефирчику попил и поехал на море. Нет места быть.
Нажму парочку. На яблоня. Проба. Кисловато. Но вкуса больше. И размер больше. Не столько много не надо. Это значило Cat and Fat. Не, я понимаю, что такое Cat and Fat. Это цепь и масло, масло для цепи. Фэт это жир вообще, ну так обозначается. Все, друзья, добрался я домой. Получилось 70 километров, проехал я на велосипеде. Кому будет интересно, анимированный трек будет в конце этого видео. Можно глянуть, где я ездил, сколько, как, почем, где, к чему. А сейчас я скажу пару слов о купленных пластинках и компакт-дисках. Я считаю, сегодняшняя поездка была мега удачная. Вот такой вот винил я приобрел группы Doors. Это, друзья, сейчас пару слов буквально скажу о каждом приобретенном компакте и виниловой пластинке. Это группа Doors, и это называется, по-английски читать не буду, потому что я вообще не силен в английском, и это звучит смешно. Переводится как «Причудливые сцены на золотом прииске». Вот такая вот Джон Моррисон акварелью нарисованный. И команда его на заднем фоне. Здесь вот такие вот золотые людишки. Написано 1972 год. Я не знаю, это издание этой пластинки, тогда ее напечатали или что это. В общем, давайте два слова. Второй официальный сборник хитов американской рок-группы The Doors, выпущенный в январе 1972 года. Название — это строка из песни The End, самая вообще мега его песня, их песня, с дебютного альбома. В чартах сборник достигла 55-й ступени. В сентябре 80-го года было отмечено золотым диском, бля-бля-бля, продано 500 тысяч экземпляров. На альбоме присутствуют песни из всех 6 альбомов, записанных с Джимом. Круто. А также две редкие песни «War Scarred You» и «Don't Go No Further», прикольно, которые были изданы на оборотных сторонах синглов «Вишу Зинфу» и «Love Her Medley». Вот. Сборник никогда официально не издавался на компакт-дисках. Прикольно, 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 прикольно. И обошелся он мне, ну трудно сказать, потому что я еще 4 компакт-диска купил, все вместе это завесило на 30 евро. Он хотел за него 18 евро. В общем, он, если так вот, ну максимум в 15 обошелся, если считать, что диски тоже в 15 обошлись. Можно считать за 10, что он мне обошелся, если диски обошлись за 20. Состояние просто шикарное. Просто ни царапинки, ничего я не заметил. Я еще там на фломарте рассматривал. Идеальное состояние. Идеальное. Тут две пластинки. Пожалуй, блин, я люблю группу Doors, но я прямо не фанат, поэтому лучший сборник лучших их песен, пожалуй, это идеальное решение для меня. Вот так вот все выглядит. Просто. Если это действительно в 1972 году отпечатано, это просто... Я купил классику 70-х годов, так там же жуть какая-то, блин, исцарапанные, с пылью засыпаны все дорожки. А это прямо как новое. Окей, это была группа Doors. Теперь два слова о компактах. Что у нас тут?
Metallica. Hard Way to Self-Destruct. Короче, я читаю плохо по-английски. Вот. Запрограммирован на самоуничтожение. Переводится. 10-й студийный альбом американской группы Metallica выпущен 18 ноября 2016 года. У меня был такой. Только не в таком издании. У меня был попроще. Издание просто шикарное. На 2 компакт-дисках. Это просто бомба какая-то. Почему на 2 компакт-дисках, я не понимаю. Состояние шикарное. Ни царапины, ничего. Я тоже смотрел на Фулмарте. Металлика вообще в идеальном состоянии. Корн немножко там. Немножко что-то есть. А Металлика просто навье. Не, ну это какое-то особенное издание. У меня не такое было. Это какое-то дорогое прямо издание. Супер. Так, что там видно? Нет, что я делаю вообще? Все, вот это был... да, 2 слова об этом альбоме еще. Значит, 10-й студийный альбом Металлики. Это первый из студийных альбомов за 8 лет. Нифига себе. Он дебютировал на 1-м месте американского хит-парада Billboard 200 в 6-й раз в карьере музыканта. В общем, альбом возглавил чарты в 57 странах. Альбом был самым продаваемым альбомом в рок-металле в 2016 году. И впоследствии стал платиновым в США. В целом положительные отзывы получил у критиков этот альбом. В 2020 году Ларс Ульрих назвал его своим альбомом Металлика. Мой, кстати, тоже один из любимых этот альбом. Погнали дальше. Так. Святой Энгер. По-моему, так это переводится. Праведный гнев. Металлика. Так. 8-й студийный альбом американской рок-группы Metallica, выпущенный 5 июня 2003 года. Последний релиз группы, выпущенный на лейблах Elektra и Vertigo Records. Также последний релиз, который продюсировал Боб Рок, чья работа с Metallica начиналась с 5-го одноименного студийного альбома. Ну тут много, информации в Википедии. 27-2001 года Джейсон Ньюстед покинул группу, по его словам, из-за физического вреда, который он нанес себе за годы игры музыки, которую он любит. Однако из последующих интервью с Ньюстедом и оставшимися участниками Metallica стало известно, что желание Ньюстеда сделать перерыв на год и выпустить запись своего проекта Эхо Брайан и отправиться с ним в турне, и упорное сопротивление этому Хэтфилда стали основными причинами ухода басиста из группы. Также интервью журнал Playboy раскрыло, что тот факт, что подшучивание над Ньюстедом как над новичком, начавшиеся с момента его прихода в группу, не прекратились со временем. У Ньюстеда никогда не было полноценного участия в написании песен, которое было у Клиффа Бёртона, но он был указан как соавтор в песнях. Так, состояние шикарнючее, издание тоже какое-то особенное. Я уже молчу, что это официальное издание, это... Ой, сейчас вылетело из головы. Ну, лицензионное издание. Не какая-то там пиратка, это просто крутая, друзья. Я прямо ехал на этот Фулмарт и хотел, у меня уже были мысли купить Металлику найти. Я хотел просто Металлику почему-то. Вот, 2 диска здесь. Состояние идеальное, они просто новые. Вот реально, их вообще слушали.
Просто новый, друзья. Бомба. Это бомба-ракета. Все, погнали дальше. Так. Dead Magnetic. Тоже здесь интересная такая объемное такое изображение вот этого гроба, который он такой как будто вдавленный туда, как они это сделали. Прямо объемное такое. Тут дырка вообще нифига себе. Крутяк, посмотрите. Я такого не видел. Это какое-то особенное здание. Не, ну это просто... Что это вообще? Блин, это видео будет слишком длинное. Офигеть. И он получается такой как будто объемное. Вообще крутяк, посмотрите на это. Тут даже книжка вставляется, не так как везде. Так, компакт. Это просто новый. Вообще никаких следов я не вижу. Бомба. Это, друзья, бомба, ракета. Ракета у нас. Так, два слова об этом диске. Тут дофига. Смертельное притяжение переводится. 9-й студийный альбом. Я по бырику прочитаю. Металлики, вышедший 10 сентября 2008 года в Великобритании, где распространением занималась компания Vertigo, а 12 сентября прошел мировой релиз. Так, давайте что интересное. Альбом стал первой полноценной студийной работой нового бас-гитариста Роберта Трухильо. Так. Также впервые Metallica выпустила свой альбом под лейблом Warner Bros. Records. Так. На пластинку попали 10 композиций из 11 записанных. В 2011 группа выпустила мини-альбом, состоящий из 4 композиций, не вошедших в основной альбом. Альбом стал первым в своем роде в истории группы, когда каждый из ее членов участвовал в написании песен или создавал свою. Также именно в Dead Magnetic впервые после And Just For All была включена инструментальная композиция. Кроме того, это первый альбом после черного, в оформлении обложки которого Metallica использовала свой прежний логотип, без обрезанных букв М и А. Ага. В стремлении воссоздать классическое звучание Metallica вернулась к настройке гитар А440, нота ля на частоте 440 Гц, которой пользовалась до 1991 года. Во время многолетнего тура с черным альбомом ради спасения голоса Хэтфилда группе пришлось спуститься на полтона, и в будущем такая настройка сохранилась. Теперь же по велению Рубина музыкантам пришлось поднапрячься и вернуться к классическому звучанию, в котором, по мнению продюсера, и есть настоящая жизнь. Однако на концертах группа использует настройку на полтона ниже. С 12 мая 2008 года были начаты активная реклама и промоушен альбома. Был открыт специальный сайт, озаглавленный «Миссион Металлика», где каждый день публиковались новые материалы из закулисной жизни группы. Бля-бля-бля, бля-бля-бля. Все. Так. Джеймс Хэтфилд прокомментировал название альбома. По крайней мере, название для меня как воздание должного людям, которые были в нашем бизнесе, как Лейн Стейли. Многие из них погибли фактически как некие мученики рок-н-ролла. И отсюда проистекают размышления о смерти. Некоторые люди тянутся к ней как к магниту. Кто-то же боится ее и старается прогнать от себя все мысли о ней. И мысль о том, что мы все когда-нибудь умрем, была обсуждена ранее и больше не поднималась, так как никто не хочет этого. Она похожа на большого белого слона в гостиной, но мы все должны выбрать для себя какую-либо точку зрения. Ну и тут дофига, короче, кому интересно, почитайте Википедию. Так, и теперь Корн.
Тоже он вот такой вот интересный, оформлен интересно. The You on the Other Side, короче, канал называется по-английски, вот так это выглядит. Переводится название альбома «Увидимся на другой стороне». Оформление просто шикарное. Вот такое вот оформление. Причем вот так это, наверное, даже скорее. Не знаю, вроде так. Так. 2 компакт-диска тут тоже. Значит, 7-й студийный альбом New Metal группы Korn, вышедший 6 декабря 2005 года. Первый альбом группы, записанный без гитариста Брайана Велча, который покинул группу по религиозным соображениям. И это последний альбом с участием Дэвида Сильвери. Также это первый диск группы, записанный с новым лейблом Virgin. Альбом стал золотым 12 января 2006, а позднее, 16 марта 2006, получил статус платинового диска. Состояние дисков, да, блин, шикарное. Мне там показалось, ли там на улице больше света, я вообще не вижу никаких изъянов. Тут маленькая царапина, наверное, я ее там увидел. Об альбоме. Рабочим названием альбома было Seven Years of Sadness. Альбом был записан в домашней студии. Короче, вот что говорит о музыкальном направлении альбома Джонатан Дэвис. Фанк, тяжесть, темнота, иногда оттенки индустриала. Работая с не настолько разными людьми, мы получили гармоничный альбом с массой разнообразных песен. Это совершенно определенно Korn. Это совершенно точно движение вперед. На сегодняшний день это наш самый экспериментальный альбом. Мы в восторге. Мы все сидели вместе, когда слушали его, подглядывали друг на друга, словно говоря: я не могу поверить, что это наша работа. Я думаю, что люди будут счастливы погрузиться в наш альбом. Все, друзья, вот такая сегодня была велопрогулка, велопокатуха, велотур на 70 километров. Вот такой улов сегодня у меня. Шикарный улов. Подписывайтесь, ставьте лайк. Что еще? Пишите комментарии. Кто досмотрел до конца, вообще респектос тому. Хорошего дня, всех благ, баблишка, хорошего настроения, счастья, удачи. Что там еще? Удачи по жизни, да, это я говорил, да. И, короче, мотивируйтесь, развивайтесь. Пока-пока.